Пошел, пошел, пошел. Так, вроде ничего, бегает. Пойдет. Так. Где кто? Сейчас всех выстегну. Это канал Let's Techno. Меня зовут Иван. И сегодня у нас король бюджетников Android смартфон Leica LS3. Почему король? Да потому что его стоимость составляет около $100. Я купил его за 80. Вы получаете 3 гигабайта АЗУ, 32 гигабайта памяти и много чего интересного. Но обо всем по порядку. Комплектация. Начнем с самой коробки. Она здесь бархатная, приятная на ощупь. Кажется, что внутри лежит дорогое устройство. Здесь у нас сам смартфон, кабель USB Type-C, блок зарядного устройства с переменным вольтажом и поддержкой быстрой зарядки 2 ампера 12 вольт, CDLA наушники, переходник с USB Type-C на стандартный аудиоджек. Отдельно продавцы добавляют переходник для евророзеток, силиконовый прозрачный бампер, скрепка для открытия лотка, дисплей. Что касается дисплея, то он качественный. Разрешение Full HD, диагональ 5,5 дюймов. Воздушной прослойки нет, мультитач на 10 касаний, явной инверсии цветов под острыми углами нет, запас яркости достаточный и на солнце в том числе, контрастность хорошая. Просто пользуешься и получаешь удовольствие от качественной картинки. Корпус. Задняя крышка металлическая, но сверху и снизу имеются вставки из пластика, окрашенного в цвет корпуса. Сканер отпечатков сзади имеет зеркальную поверхность, объектив камеры немного выступает за пределы корпуса, а над ним размещен микрофон для шумоподавления. Сенсорные кнопки под экраном имеют белую подсветку, светодиодный индикатор событий над экраном слева. На нижнем торце перфорация динамика, который здесь один, и перфорация разговорного микрофона. По центру находится разъем USB Type-C, на верхнем торце только их порт для управления бытовой техникой. Leica LS3 лишен стандартного аудиоджека, зато имеется переходник в комплекте, и с его помощью вы сможете подключить любые сторонние наушники через USB Type-C. Кнопки питания и громкости находятся на правом торце. На левой грани виден лоток для 2 нано-сим-карт, а карты памяти, к сожалению, здесь нет. Со сборкой тут полный порядок. Размеры стандартные для 5,5 дюймового смартфона, да и толщина вполне комфортная, примерно 7,5 мм. Для бюджетника, а цена здесь явно бюджетная, смарт смотрится неплохо и материалы корпуса здесь тоже на уровне. Аппаратная часть. В наших условиях далеко не каждый может себе позволить купить дорогой смартфон от А-бренда. Хорошо, что компания Leica комплектует свои телефоны мощными процессорами от Qualcomm и ставит на них низкие ценники. И в случае с Leica LS3 мы получаем отличный 8-ядерный процессор Snapdragon 652, 3 ГБ АЗУ и встроенный накопитель на 32 ГБ. По сути, LS3 это на сегодняшний день самый доступный смартфон с данным процессором на борту. Посмотрим на игровую производительность. В некоторых играх World of Tanks Blitz сказать, что Leica LS3 легко тянет танки на максимальной графике, значит соврать. Да, на таких картах, как, например, Эшелон, где нет травы, а сплошной снег, FPS будет очень высокий, даже на максималках. А на других картах пойдет на средних. PUBG идет на минималках без тормозов. На средних подлагивает, так что играем лучше на минималках и не паримся. В итоге картина такая. Leica LS3 позволяет играть любые игры, в том числе самые сложные в графическом плане на максимальных или на средних настройках графики. Соответственно, все повседневные задачи для него вообще не представляют никаких проблем. Как и любой другой Leica, данная модель получила программный интерфейс и UI на базе Android 6, полная мультиязычность и корректный русский язык. Китайских предустановленных приложений нет. На борту Play Market, YouTube, прочие сервисы Google. Есть компас, приложение для использования смартфона в качестве универсального пульта через их порт. А вот FM радио я не обнаружил. Ну и особенность данной оболочки, меню быстрого доступа здесь в шторке нет. Вызвать его можно с помощью левой сенсорной кнопки. Камеры. Основная камера базируется на сенсоре AMI Vision. Это 16-мегапиксельный датчик с размером пикселя 1 микрометр. Если кто-то считает эту камеру плохой, я отвечу однозначно, это не так. Потому что для смартфона с ценой 6500 рублей камера здесь вполне уместна. Да, здесь нет стабилизации, поэтому дрожащими руками тут ничего кроме размазни не сфотографируешь. Но при хорошем освещении при желании можно сделать более-менее смотрибельные снимки. Также здесь имеется быстрый фазовый автофокус, а число апертуры оптики равно f2.0. Хорошая работа двойной вспышки, которая освещает в меру ярко и не пересвечивает кадр.
В режиме видеосъемки можно активировать качество 4К при 30 кадров в секунду. Также есть режим Full HD, опять же с частотой 30 кадров в секунду. Видео снимает неплохо, но нет стабилизации, фокусируется только по тапу. Также есть возможность снимать замедленное видео без звука со скоростью 120 кадров в секунду в качестве 720p, но его качество оставляет желать лучшего. Фронталка 8-мегапиксельная с фиксированным фокусом. Обычная лицевая камера ничего особенного, но для селфи вполне подходит. Прочий функционал. Со связью полный порядок, слышимость отличная. Что касается 4G, то все работает, по крайней мере на мегафоне. С 3G также никаких проблем. Смартфон поддерживает GPS и GLONASS, спутники ловят уверенно. Звук внешнего динамика громкий, чистый, без искажений. Автономность. Емкость встроенной батареи 3000 мАч. Я ожидал средненькой автономности от такого аккумулятора, но по факту смартфон порадовал. В режиме воспроизведения HD видео онлайн при средней яркости экрана батарея теряет лишь 10% заряда в час. Это просто отличный показатель. Ну а при повседневном использовании большинству людей легко будет хватать автономности на целый день. Давайте пройдемся по плюсам и минусам данного аппарата. Отличный экран с разрешением Full HD, неплохая камера, снимающая в 4К, неплохой встроенный динамик и отличная производительность в играх и в самой системе. Минусы. Отсутствие разъема под карты памяти, отсутствие разъема джека 3,5 мм под наушники, а также то, что последняя операционная система на него это Android 6. И официально уже никак не обновится, только если устанавливать какие-либо кастомные прошивки. За свою цену Leica LS3 будет отличным выбором и справится со всеми нуждами пользователя без всяких проблем. Подписываемся на канал, ставим лайки, ссылки на смартфон в описании.